Так, продолжаем торговлю сегодня. Это за день уже третья торговая сессия. Начал я день 123, кажется 123 или 123 с половиной, я точно не уверен, доллара. Стоп-лосс на день у меня 118, take profit не ограничен, но примерно если будет 5-10 долларов, то я буду прекращать торговлю, это 100%. Так. Давайте посмотрим монетки, которые сейчас ходят. Вот монетка Маск полетела, я вижу. Это сейчас я скринер по объемам. Но все равно давайте добавлю Маск сразу в просмотр. Да, тут-то какие-то новости, наверное. Ну, сильно ходит. Отлично. Отлично. Так, и откроем вот по изменению в процентном соотношении. SQD какая-то монетка, это новая монета. Мы возьмем, обновим. Тут обновилось, нет? Что за хом? Это тоже новый? Не? Да, кстати, пусть и она будет. Так. Futures SQD. Так, добавили ее быстренько, чутка, ё-моё, тут все сбито, ну понятно, я на этой монете еще не торговал. На часовике тут просто несколько палок вверх. Так, в принципе, что мы здесь видим? Монетка сильно ходит. Тут пока, тут, который я случайно заметил, Home. Также новая монета, но она не так сильно ходит. Пока больше всего мне нравится вот эта монета. И нравится она в шорт. Я вижу здесь варианта два, как она может пойти в шорт, и только один, как если движение будет вверх. Мне кажется, если действительно будет восходящее движение, то будет быстрыми импульсами без откатов. А вот как мы вниз пойдем, тут несколько вариантов, и нужно под это подобрать точки входа. Поэтому я соберу чуть больше информации, посмотрю, как она сейчас будет стоять вот здесь. Так, а какие у нас еще? Вот, кстати, Home, то, который я говорил, я даже сразу ее не видел. Она также в топе по изменению цены. То есть она сильно выросла, примерно там процентов на 12. Так, ну как минимум 3 монетки отобрали, но в моменте прямо сейчас я нигде точки входа не вижу. Но здесь мне нравится, кстати, зайти. Наверное, блин, только дай мне возможность зайти, но я, возможно, пропустил только что хотел зайти в лонг в 1% взять на перехай небольшое движение. Но пока уже сомневаюсь. Так, тут у нас хорошо. Если начнет вот медленно как-то подниматься, можно спокойно здесь заходить в шорт. Или еще хотя бы постой немножко на этом месте, чтобы дало возможность зайти в лонги. Но пока так не идет.
Ладно, тут пошло уже без меня, не успел. Тут-то у меня пока нету идей. Нужно ждать, собирать информацию. Так, эфир обернутый также начал двигаться. Но если я не ошибаюсь, он там прям тяжелая монетка. И в принципе э, эфир обернутый, вот он. Так, ну на минутке шортовая ситуация, как по мне. Но не особо. В принципе, если растет, я больше люблю в шорты заходить. Но мне только сейчас пришло в голову, что я в принципе постоянно торгую контртренд. Типа по тренду не захожу, всегда торгую против тренда. Но это в большинстве своем, на этом основная, скажем так, логика моих сделок заключается. Поэтому, возможно, я именно в этом направлении, как трейдер, который контртренд чувствует, скажем так, в этом ключе стану более известен. Ну, все может быть. Так, тут-то... Ладно, нет, это нет. Давайте быстро посмотрю несколько монет, которые в топе по падению. Те, которые я торговал несколько часов назад, когда все падало. Но сейчас мне больше нравятся вот эти, которые летят. Так, тут у нас накопление. Довольно для меня необычная ситуация. Объясню. Здесь общая тенденция направлена вверх, график растет. И в принципе на такой люди ищут, где бы лонгануть. Вот здесь были выкуплены все падения, то есть, возможно, вот здесь заходили в лонги. Но при этом тут есть возможность зайти в шорт с маленьким стопом. То есть я бы здесь хотел больше шортить, но из-за того, что люди могли, трейдеры, скажем так, заходить в шорты вместе со мной, я этого делать не буду, потому что есть такая возможность. Тут, кстати, интересно. Будет еще одна минутная свеча, примерно вот такая большая. И я бы, наверное, на ней бы захотел в шорт. Примерно, наверное, здесь на стандартный объем со стопом в 1%. Но как-то она не вызывает доверия. Тут должно возникнуть желание, что сейчас, ну точнее чувство, что сейчас тренд продолжится. Для этого нужно еще какой-то больше такой импульс. То сейчас продолжим лететь. О, вот начинается такое. Интересно, интересно. Тут, возможно, даже еще бы одну свечу какой-то, еще бы один импульс был. Как минимум у меня тогда сложилось бы впечатление, что зачем цену двигать примерно к хаям, вот это, если только их не пробивать. То есть, если цена поднимется вот сюда примерно вверх, то здесь желание шортить будет минимальное. В том плане, что мы начали пробивать, и есть, скажем так, импульсные движения. Вполне вероятно, что будет дальнейшее пробитие вверх. Но это только если сюда цена подойдет. Но она как-то замедляется и как будто без меня пойдет в шорт.
Не дадут, наверное, зайти вот здесь. Ну, может, это резко выкупят и тот сетап, который я говорил, сохранится. Так. Тут-то мы улетели в космос просто. Перехай был? Х-х-х. Хай 35. 35 перехая пока не было. Интересно. Тут мы хом полетел. Маск. Ну, такое особо ничего, ситуация не изменилась за это время. Пока просто наблюдаю. Нужно не терять фокус. Я заметил еще по своим торговым сессиям, которые я записываю и выкладываю, я в какой-то момент начинаю заходить в большее количество сделок, чем, например, в самом начале. То есть у меня примерно проходит, я захожу в начале, просматриваю графики, и потом просто начинаю в какой-то момент очень много заходить. Ну, типа, это прям такая как бы закономерность, но я до конца еще ее не разобрал. Короче, просто начинаем заходить в много сделок, и они бывают с разным исходом. И не все даже, скажем так, технически правильные. Так, отвлекся. Хм. 35 не пробили с первого раза. Точнее, вот здесь сколько часов 12 назад. Первый раз мы от этой цифры отскочили. Интересно, как же здесь трейдеры думают? Что мы видим? Цена резко растет. Останавливается об уровень. Тут и далеко пока не откатывается в моменте. То есть в теории здесь могли торговать на пробой. Вот те, кто 2 минуты ждали. Сейчас на вот этом откате есть небольшое такое недопонимание, как скажем так. Уже точнее не такая большая уверенность, что мы будем дальше идти пробивать. Но здесь уже нет возможности зайти в шорт с коротким стопом. 2% как минимум движения для шорта. Что я не уверен, что прямо сейчас уже будут заходить в шорты, потому что цена уже опустилась далековато. А в лонги, в принципе, здесь можно зайти, попытаться на пробой, расценить вот это как просто откат. Так что если тут заходят в лонги, я пока это думал, то нужно было нам заходить в шорт. Пока я все это в голове прогнал, это уже сделали. Попытаюсь словить здесь сделочку, но, блин, опять же, я зашел в сделку, я не дождался никакого накопления. Да, здесь оно быстрее ходит, но это неверная сделка была. Вот оно. По идее, эту монету я больше торговать сейчас не должен. Так, тут мы пошли дальше вниз. Тут мы просто остановились. Если выкупят, я вот здесь бы также шортил. Примерно, если будет импульс вверх.
Ой, только не говорите, что я сейчас верно проанализирую и просто зашел в плохом месте. Вот сейчас, кстати, даже я понимаю, что мне по этой монете больше заходить нельзя по правилам. Но почему-то я морально готов перезайти примерно вот по этой цене. Ой, у меня просто большинство сделок, если я перезахожу, точнее зашел в сделку, у меня словил стоп-лосс, и если еще одна сделка открывается по этой же монете, то с вероятностью, там, не знаю, 80% она будет убыточная. Поэтому я убрал себя с торговли перед заходом, тот, который я вот сейчас сделал. Но почему-то все равно иногда нарушаю и захожу вот в таких похожих ситуациях. Так, 120, у меня $2, сейчас еще риск на день. Примерно об этом я и говорю. Наверное, немножечко добавиться, я не успел немножко добавиться. А почему я не могу здесь? Я хотел, чтобы уже в этой сделке я рискнул $2. Ну вот, кстати, примерно сейчас так уже есть. Чтобы эта сделка была последняя на сегодня, если она будет убыточная. Так как я впрусь в лимит на день и прекращу торговлю. И вот опять же. И вот опять же, казалось бы, я нарушил сейчас правила. Сижу, скажем так, в перезаходе. Еще и на повышенный объем получилось. Да, слабый я пока трейдер. Так, выставлю в токенах. Даже если она закроется в профит, то все равно лучше бы я ее не открывал. Потому что в долгосроке вот такие мне нарушения теряю. На них я теряю намного больше, чем получаю в моменте. Думаю, заходят ли сейчас еще здесь трейдеры на на перехай. Казалось бы, мы подошли прям к уровню, к тому, который мы не могли пробить резким импульсом. И остановились здесь. Так как цена резко не вкаталась, а мы остановились, то вполне возможно, что тут будут заходить в лонг. Хм. А в какой момент начнут шортить? Тут или будет резкий импульс, на котором мне нужно будет закрыться прям процентика так на 2. Вот примерно вот сюда на 33,7. Давайте на всякий случай поставлю я примерно вот здесь. Take profit. Но это недостаточно быстрый импульс, я вижу.
Если что, я готов снять заявку и закрыться руками. Это что, примерно процент было движение? Делает вид, чтобы перезаходили или нет? Был процент движения. То есть здесь закрылись шортисты только те, которые были с большими плечами. Тут круглых цифр особо и нету. 34. Или мы 34 не смогли пробить? Лол. Не, мы пробили 34 буквально в несколько пунктов. Не, ну, по-прежнему логика сохраняется. Здесь можно посидеть, попытаться взять движение побольше. Мне кажется, даже, возможно, я и очень маленький тейк поставил. Хотя я зашел на повышенный объем, так что здесь... Так, вот так. Зашел на повышенный объем, поэтому можно не наглеть и закрыться чуть раньше. А можно попытаться высидеть полное движение. Но на 2%, как мне кажется, 2% вот перелом вот этого минимума уже не останется тех, кто лонговали. То есть по-хорошему здесь бы уже выйти. Но могут и перезаходить. Если будут перезаходить, в принципе, у нас появится возможность перезайти в сделку, если мы захочем. Если тут те, кого побреют, те, кого, скажем так, кто шортил, нет, точнее, лонгистов, вот здесь закроют, и цена остановится, то у нас будет возможность перезайти. Мне не нравится это, что произошло, почему она резким импульсом, я заявку брал. Это было очень неприятно. Возможно, здесь нужно закрыться в безубыток. Да. Фу. Пробили мы 35. Лимит на день достигнут. Но хочется почему-то здесь еще торговать, хочется отбить потери. Не поставил я лимитку и потерял. Обидно. Тут, кажется, плечо еще слетело. Да, я уже пустился немножко home. Я не понимаю, как она работает, потому что... А насколько я вообще открываюсь? Вот сейчас открылся чуть на больше, чем нужно. Так, 4 598. Я бы тут взял бы 1% и перестал бы торговать. А 1%, кстати, у меня уже в моменте висел.
Заберет меня, нет? Или начнет здесь еще набирать? Я испугался, закрылся руками. Тут уже началась просто торговля какая-то на эмоциях. Ладно, постараюсь взять себя под контроль. Хорошо, если я уже сейчас нарушаю, то может я постараюсь хотя бы максимально выбрать монету, в которой я буду нарушать, максимально хорошую ситуацию взять. Я готов рискнуть еще где-то двумя долларами, чтобы немножко отбить потери. Хотя это уже даже звучит глупо. Отбивать это все. Эх, но посмотрим. Тут пока мне непонятная ситуация. Здесь. Был какой-то нисходящий, мы его пробили. По идее, сейчас могут заходить в лонги. Тут у нас случился такой небольшой выстрел на 3%. Так, ничего я не упускаю, никакие. Resolve начал расти. Возможно, можно там взять шорт, я смотрю, если замедлится. Да, кстати, вот здесь я бы, возможно, шортил, если еще раз начнется рост. Желательно там хотя бы 3 минуты он продлился бы. Что я смотрю на этот график и что я вижу? Большая остановочка цены. В принципе. Все, зашел, блин, с риском в 3 доллара зашел, к сожалению. Но мне показалось, что место хорошее. Так, не буду наглеть, возьму свои
примерно 1,5%. Я не буду пытаться словить все большее движение. На 85 я примерно хотел вот закрыться. 86 даже. Подвисло. Так, все. Примерно 1 к 1,5 соотношение. Но мне это уже не нравится. Фух, вот так вот. Скорее всего, сейчас, как и в большинстве случаев, когда начинаешь нарушать, просто потеряю еще $3, которые не должен был терять. Будет резкий импульс или что? Или вкатывает. Блин, странно. Вот когда сижу уже в сделке, уже начинают в такие моменты эмоции выходить. Если бы я ждал, возможно, за 35 поставили бы стопы. Те, кто шортить думают. Но 35 как будто далековато. Почти 2% движения. Так что вот так. Тут у нас ничего интересного. Не, вот, кстати, да, в хорошем месте у меня стоит Take Profit. Вот это место, 1% движение вверх, ровно 1%, меня закрывает. Только я не хочу, чтобы сейчас снова как-то цена остановилась, накапливалась. В принципе, если будет прострел вверх и его вкатают, то здесь можно набрать еще в шорты людей. Но также можно набрать, если мы сейчас начнем плавно падать, и меня может забрать по стопу. Фух, я уже потеть начинаю. Сейчас лето, жарко. Плюс немножко волнения вот за эти все нарушительные сделки. Сам не знаю почему, но не могу пока перестать нарушать. Фух. Скорее всего, я здесь по безубытку закроюсь.
Если этот рост остановится, напугало меня немножко, я перевернулся. Хотя, возможно, зря. Вот сейчас, если подойдет вверх, если пойдет вверх, то концепция сохранится. М. Фух. Нужно поставить 12672. Сколько у меня-то на счету? Да, по факту я не так-то много превысил. Сейчас у меня минус $3. Я на 18 должен был остановиться, но я уже в моменте готов рискнуть еще 6, потому что мне жалко тех троих. Какой же я слабый. Фу. Надо все обдумать. Но обдумать это мало.
по уму сейчас просто, чтобы я день не закрывал с нарушением и не переставал торговать на долгое время, скажем так. Мне нужно просто вот эти $3 забрать своего движения, то, которое я нарушил и потерял, и просто перестать торговать сегодня. Закрылся. Все, закрываю терминал. Тут то вернул, но оно то вообще не стоило. Так что на этом буду заканчивать. Сегодня начал со 123, закончил 122, но я в результате, я не знаю, мог потерять очень много. Так что на этом все. И по идее, стоп. А я не могу сейчас посмотреть, со скольки я именно в моменте начал. А, кстати, мне интересно, вот сейчас, кстати, еще очень будет смешно, если именно вот эта торговая сессия в результате у меня закрылась в профит. Это, кажется, прошлое. Мне хочется посмотреть, на каком балансе я закончил. Или я не показал в конце. Вот было. 121. А сейчас у меня 122. И фактически эту торговую сессию я там должен просто написать, что результат плюсовой, и это прибыльная торговая сессия. Но фактически вы сами видели, что здесь было. Так что вот так вот. Всё. До завтра.